Командование оккупационной группировки «Днепр» возможно попало под обстрел в Херсонской области. Переговоры о вступлении Украины в ЕС переносятся, а Беларусь готовится к агрессии. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Медведев угрожает Киеву, а Кремль оправдывает затяжную войну. Где остановиться? Не знаю. Я думаю, что с учетом того, о чем я сказал, нам еще придется много и серьезно работать. Будет ли это Киев? Да, наверное. Украина собирает войска возле Беларуси, а в Польше готовятся провокации. Все по мнению белорусских военных. Провокации видим, даже больше наши пограничники видят их очень много. Европа готовится к противостоянию путинским оккупантам. Действительно, мы все осознаем, что этот риск существует, что это реальный риск. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии. Это нужно для нас, для вас и для Ютуба. Тогда он понимает, что это видео можно показывать большему количеству людей. Поехали. Еще один полигон, еще одно построение российских войск попало под удар украинской артиллерии. Аналитики Deep State опубликовали видео вероятного удара ВСУ по российским военным на полигоне вблизи Подокалиновки Херсонской области во время их построения. Немногим позже в ВСУ подтвердили нанесение удара. Так, дійсно готувалися російські військові, які намагалися штурмувати вже зачищені, як вони казали, кринки. Так, дійсно, окупанти мають подібні локації на тимчасово окупованій лівобережній Херсонщині, де збираються для проведення підготовки, в тому числі вогневої підготовки. За попередніми даними, ймовірно, що там знаходились і представники командування угруповання Дніпр, але ці дані ще перевіряють. Россия никак не комментирует ни это попадание, ни предыдущее. Будем ждать. Переговоры о вступлении в ЕС стоит приостановить, говорит глава Еврокомиссии, по крайней мере до лета. Урсула фон дер Ляйен говорит, что не ожидает создания всех необходимых инструментов для продолжения переговоров до выборов в Европарламент. А это значит, что до выборов, которые пройдут с 6 по 9 июня, ничего не сдвинется с места. Мы делаем замечательный прогресс в отношении процесса скрининга. Это очень хорошо, и мы работаем над переговорными рамками. Мои лучшие предположения, что они не будут готовы перед европейскими выборами, а после них, потому что я вижу развитие различных переговорных позиций. Это потребует времени. Переговорная рамка, как ее назвала глава Еврокомиссии, это документ, который должен определять принципы и процедуры ведения переговоров о вступлении в Европейский Союз. С резкими заявлениями в своем стиле проснулся запасной президент России Дмитрий Медведев. Во-первых, он предлагает сторонников Украины и тех, кто ждет ее возвращения на оккупированных Россией территориях, ссылать в Сибирь. Но самое главное, Медведев снова угрожает захватить Киев. Где остановиться? Не знаю. Я думаю, что с учетом того, о чем я сказал, нам еще придется много и серьезно работать. Будет ли это Киев? Да, наверное. Это должен быть и Киев. Если не сейчас, то через какое-то время. Может быть, в какую-то другую фазу развития этого конфликта. По двум причинам. Киев – русский город, и оттуда исходит угроза существованию Российской Федерации. Интернациональная угроза, потому что хоть Киев и русский по своим корням город, он управляется интернациональной бригадой противников России во главе с Соединенными Штатами Америки. То, что Путин все еще хочет заполучить Киев и снова попытаться подчинить себе всю Украину, может быть не выдумкой. Это может исходить из представлений о войне внутри самой России. Даже люди из окружения Путина называли ее последней и фатальной ошибкой Путина. И все изменилось, за исключением, я бы сказал, последних 6 месяцев. За последний год, а сейчас я бы сказал, что все в порядке. Кажется, все в России верят, что Путин выиграет войну. Многие считают, что это не было ошибкой. Или что это была ошибка, но не фатальная. И снова ему удавалось выходить сухим из воды. И что он ее выиграет. И что время на его стороне.
Потому что, наконец, многие люди из окружения Путина считают, что Дональд Трамп победит на следующих президентских выборах в США. А это очень связано с путинским видением исхода войны. Так что, в принципе, трудно представить, как какая-либо сторона может выиграть эту войну. Но Путин, с его точки зрения, гораздо ближе к победе, потому что ему не нужно, по крайней мере, пока, демонстрировать какой-либо результат. Он может остановить войну сегодня и объявить, что он победитель. К сожалению, все поджигатели войны очень довольны. И вот как это выглядит на вторую годовщину. Вместе с тем, британская разведка пишет о том, как Кремль пытается оправдать войну и ее длительность. Там ссылаются на слова Пескова о том, что СВО, так называемое, началось как операция против Украины, а продолжается как война с Западом. И, скорее всего, именно этим удобно оправдывать все. Это является частью официальной российской версии, почти наверняка направленной на то, чтобы подготовить население страны к долгосрочному конфликту и связанному с ним снижению уровня жизни внутри страны, одновременно обеспечивая уверенность в окончательной победе России. Кроме того, ряд заявлений о подготовке к войне сделали и представители других стран. К примеру, министр обороны Испании предупреждает о реальном риске нападения России на какую-то страну НАТО. Что ясно для всех нас, так это то, что мы будем продолжать работать в единстве, чтобы помочь Украине, и будем ждать развития событий. Действительно, мы все осознаем, что этот риск существует, что это реальный риск, и что поэтому задача всех нас – обеспечить, чтобы Европа продолжала укреплять свой потенциал оборонной промышленности. Министр подчеркивает, что ситуация, правда, очень тревожная. Граждане Испании, конечно, далеко от такого конфликта, но зоной риска министр назвала Литву, Латвию, Польшу и Финляндию. Последняя, к слову, готовится довольно осознанно к противостоянию и проводит, к примеру, учения. Протяженность границы между Финляндией и Россией составляет 1300 километров, и опасения по этому поводу высказывались с момента вступления Финляндии в НАТО в прошлом году. Треть всех взрослых прошли военную подготовку в стране. За короткое время финны смогли мобилизовать 500 000 вооруженных сил. Многие финны считают, что и гражданское население должно быть готово к вторжению. Мы собрались здесь, чтобы отработать все виды военных навыков. В основном мы стреляем. Да, это забавно, когда иностранные СМИ здесь интересуются этим, потому что так было всегда, как будто мы должны быть готовы, если Россия попытается сделать что-то глупое. Варшава тоже проводит проверку убежищ и степени готовности к чрезвычайным ситуациям. Мэр города поручил все проверить и ждет закона о территориальной обороне. Так называемый министр обороны Беларуси заявляет о концентрации украинских вооруженных сил на границе. В целом, белорусский Хренин говорит, что Украина собрала ударную группу численностью в 112-114 тысяч человек. Правда, в конце этого своего ответа российской журналистке он таки говорит, если создадут ударную группу. То есть как-то непонятно, нерешительно получилось. Из них для непосредственной охраны украинской белорусской границы привлекается около 17, может чуть больше, меньше по численности личного состава. Провокации видим, даже больше наши пограничники видят их очень много. В том числе и с нарушением воздушного пространства, залеты их беспилотных летательных аппаратов к нам на территорию, и различные другие выпады. То есть, а сама по себе граница, они ее там превращают в укрепрайон. Полностью заминированы все дороги разрушены, мосты, железнодорожные пути разрушены. То есть противотанковые рвы, заборы какие-то строят. Пусть укрепляют, может, нам спокойнее будет. Что для того, что если вдруг создадут группировку, они должны будут свои заграждения преодолеть, но мы, по крайней мере, увидим, среагируем. Зачем Украине держать такую группировку на северной границе, которая фактически залита бетоном и засыпана минами, остается непонятным. И еще говорит министр Хренин, что НАТО в Европе собрало 60-тысячную армию, американскую армию почему-то, а в Восточной Европе более 32 тысяч натовских военных якобы собираются воевать, как он говорит, сами знаете с кем. А сами знаете кто как раз не так давно говорил о готовящихся провокациях на территории других стран. Давайте напомним.
все допытые разведкой сценарии различного рода провокаций, проведение экстремистских акций с задействованием боевиков, находящихся на территории Украины, Польши и Литвы, мы знаем и незамедлительно придаем огласке, насколько это возможно. Сейчас поддержим эту традицию. Еще одна оперативная информация, дословно цитирую. Польская, это уже для поляков важно, польская американская разведки готовят крупномасштабную провокацию против гражданского населения Польши, в которой обвинят Россию и Беларусь. Выходит, что в середине, внутри Беларуси очень нужно создать атмосферу страха, ожидания нападения. Может, к выборам готовиться. В Индии начались стычки протестующих с полицией, есть раненые. Протесты фермеров продолжаются не только в Европе, но и в Индии. В основном представители северного штата Пенджаб требуют повышения цен на свой урожай. В четверг утром они заявили, что по-прежнему открыты для переговоров с правительством, чтобы найти мирное решение кризиса. Все это после того, как накануне многие из них получили ранения во время столкновений с полицией. Мы хотели бы еще раз обратиться к премьер-министру, чтобы он вмешался в этот вопрос о выполнении закона о минимальной цене поддержки. Переговоры должны продолжаться и по другим требованиям. Протест может закончиться на мирной ноте, если премьер-министр сделает заявление о выполнении закона о минимальных поддерживающих ценах. Протестующие требуют встречи с премьер-министром после предыдущих подобных протестов 2 года назад. Правительству Моди пришлось пойти на уступки. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие, жду ваших лайков, репостов и комментариев, это важно для того, чтобы нас с вами становилось больше. Не забывайте подписываться на наши каналы. Ну а на этом у меня все, до встречи и хороших вам новостей.